Привет, мои дорогие девочки. У нас это канал о главном и случайном. Мы гадаем здесь без вариантов. И мы сейчас на Таро сумасшедшего дома с вами такую вот тему посмотрим, как справиться с соперницей. Это будет быстрый расклад, но все же мы посмотрим. Представьте свою соперницу, про которую вы думаете, что она соперница. Она вас раздражает. Именно такая, знаете, не вражина, про врагов мы отдельно сделаем расклад, а именно такая соперница, с которой вы в чем-то соревнуетесь. Давайте глянем на Таро сумасшедшего дома. Ну что, девочки, что у нас сейчас по вашей сопернице? Это соперница. Семерка пентаклей. Она, девочки, врушка, лгунья. Вранье одно, понимаете? Она либо затаилась, либо она вам очень много врет. Врет окружающим. Такая лгушка, лгунья. Давайте еще посмотрим. Соперница ваша. Это закончится, она получит, вот знаете, за что она получит, да? Все тайное становится явным, и 21-й старший аркан мира говорит, что она не минует своей участи, и она неминуемо идет к тому, что ее вскроют, раскроют, что все поймут, кто она есть на самом деле, да? И вот, например, то, за что вы переживаете, оно, скорее всего, закончится именно в вашу пользу. А когда это будет? 16-й старший аркан. Это будет связано с как-то, либо какой-то праздник будет, да, и вот прям на празднестве каком-то многие люди поймут, кто есть кто, да, или это будет какой-то офис, дом, и что там будет происходить. Кто-то выйдет, девочки. Это, смотрите, это действительно ваша соперница. Вы не просто так ее здесь загадали. Дело в том, что тут прям на выход показывает. Шестерка мечей. Кто-то выйдет, а кто-то останется в этом каком-то доме. 14. А вам что светит? Что светит вам? Девочки, она вам принесла многое, на самом деле, какого-то, не то что даже раздражения, да? Туз мечей тут выпадает. Это даже какая-то боль. Она не должна была быть, эта боль у вас, связанная с этой соперницей. Но она выпадает, девочки. И знаете, чем вот эта вот пятерка кости тут, а к чему ты выпала? Короче, девочки, смотрите, когда ваша соперница уйдет, в вашу жизнь зайдет 6-й старший аркан влюбленных. Это может означать все, что угодно. Да? Вы, например, если ревнуетесь в любви со своей этой соперницей, да, и, например, у вас какой-то любовный треугольник, она уйдет, и может уйти даже этот мужик, да, потому что вот этот туз мечей говорит о том, что, ну, какие-то такие крутые виражи судьбы, они будут, да, связанные с этим. Вы можете вот почувствовать вот прям такую, знаете, обиду, досаду какую-то, но тут хоть кто-то из вас и уйдет, и будет обидно, и досадно, и все остальное, но пятерка и 6-й старший аркан – это карты обмена. То есть из-за того, когда ваша соперница уйдет из вашей жизни, вы получите 6-й старший аркан влюбленных. Это либо новый мужчина, либо тот мужчина, за которого вы сражаетесь, и он вам предназначен именно по старшему аркану влюбленных. Да? И если действительно это чистый, хороший мужчина, он будет ваш. Если он недостоин вас, да, у вас его вырвут из сердца, и вам дадут другого, именно тот, который идет по 6-му старшему аркану влюбленных, понимаете? Если вы здесь загадывали, например, свою соперницу по работе там, или еще по каким-то другим моментам, я вам скажу, что вот прям готовьтесь, девочки, ваше это соперничество, оно не закончится прям гладко, счастьем, букетом ромашек, да, и свежим капучино на столе. А, девочки, будет где-то больновато, досадно, да, и это будет, вот эта вот досада, она связана с каким-то таким, знаете, когда прыщ выдавливают, да, вот прям
сначала больно, а потом хоба, и такое большое облегчение, и вот этот вот гной где-то там на стене, да, или в тряпке там, или еще где-то, понимаете? И то же самое у вас ждет вот с этой вот соперницей. То есть то, что не делается, оно делается к лучшему вам, понимаете? И вы этот опыт о ней будете вспоминать еще долго, на самом деле. А почему вы считаете ее соперницей? Давайте посмотрим. Ну, потому что это отвратная личность. Паш мечей выпал, и вот, и, как я вначале сказала, лгунья, лживая, лицемерная натура. Это ваша соперница, понимаете? Она еще и гадость. Та еще гадота. Паш мечей выпал. Такая, ну, Паш, девочки, это хорошо, что, знаете, не королева мечей. Сила. Все, что вы будете считать проигрышем в начале, будет выигрышем в конце. И вот вы две кошечки, видите? Черное и белое. Все, и вот с вантусом еще такой вот мужчина, да, все будет расставлено на круги своя, девочки. Даже то, что вы будете считать, например, проигрышем каким-то, или вы будете чувствовать какую-то досаду и думать, что соперница в чем-то выиграла, в чем-то победила и в чем-то добилась. Дело в том, что вы это ощутите где-то, да, будет какое-то неприятное такое ощущение, но а потом вы как поймете, то офигеете, потому что это будут какие-то моменты счастья, которые вы будете потом вспоминать и думать: боже, как хорошо, что тогда-то вот это приключилось. Девочки, вот этот человек плохой. Даже карты Таро вот сейчас, да, показывает вот вашу эту соперницу как плохой человек, завистливая, какая-то лживая, гадкая, мерзкая девочки, да. И вот эта вот мерзость, она принесла с собой в вашу жизнь. И вы с ней не соперничаете. С мерзотами, девочки, вам на одной жердочке делать нечего. Вы не стоите с ней на одной ступеньке, но какого-то фига она подумала, что она стоит с вами на одной этой ступени. Понимаете? И она из-за того, что вот из-за своих этих манипуляций, вранья какого-то, да, она почему-то сравнивает себя с вами. И вы в это сами верите. Понимаете, в чем такой момент здесь? Давайте посмотрим. А что сделать для того, чтобы эта соперница ушла? Как с ней справиться? Ой, девочки, 13-й старший аркан. Это будет ваша победа, но она не идет прям так быстро. Дело в том, что здесь всю жизнь расставит на свои места. Это будете не вы. Не вы будете расставлять, девочки, эти точки над «и» с этой соперницей. Судьба расставит все на свои места. Дело в том, что у нее, знаете, что-то такое в жизни ждет, это в ближайшие 3 года, да, которое очень жестко в плохую очень сторону изменит ее судьбу. В очень плохую сторону. Понимаете? И дело в том, что вы уже не будете считать себя соперницей с ней. Вы выпали королевой кубков, а она и повешенный, и 13-й старший аркан тут выпадает. Она плохо кончит, да? То есть что-то станет явным, она не получит за то, что она билась, вскроется какой-то обман, тут даже может быть и тюрьма какая-то. Понимаете? То есть вот какие-то вот ее эти вот... Она просто даже не то, что вам соперница, она глупая, по отношению ко всем остальным. Она думает, что она умнее всех, и в этом ее ошибка. Большая ошибка. Вот и все. А вы, как вы знаете, вот если про эту соперницу говорить, вот если вас взять через 3 года, да, и вы узнаете: ой, ты знаешь, а та, вот тебе кто-нибудь скажет, да, а помнишь ту такую-то, да, а вот у нее то-то, а ты, ой, да, ничего себе, типа, слава богу, что меня тогда судьба увела от нее. Вы так, девочки, будете говорить, потому что действительно вот ваши такие отношения с ней разруливает именно судьба. Роковая судьба, понимаете? Что у вас будет? Звезда. Вы выиграете по-любому. Вы выиграете. И почему я не говорю не победите?
Я говорю, вы выиграете, потому что мы сейчас, вот знаете, вот посмотрели, да, такую тему. Кто выиграет, да? Как справиться? Карты говорят, здесь нечему справляться. Здесь судьба все расставит на свои места. Живите, как жили, да? Но единственное, не уподобляйтесь ей, потому что она пытается уподобляться вам. Это она стала на вашу ступень, а не вы на нее. Понимаете? И она получит за это, потому что, вот, как говорится, она как курица, которая прикидывается лисой. И забрела-то она в лес, и она думает, что она лиса. Но в лесу очень много других интересных таких этих животных, хищников, да, которые с этой курицей, да-да, лиса, лиса, разберутся, понимаете? И это будете не вы, это будут кто-то другие, потому что она уже в своей жизни делает такие огромные ошибки, скажем так, да, и они роковые. Поэтому сейчас вот помогать ей жить, соревноваться с ней, да, показывать свою линию, свои планы и все остальное, смысла вообще никакого нету, мои дорогие. Поэтому здесь эту игру вы выиграете. Вы не победите, вы выиграете, потому что судьба уже начала работать против нее. Вот такой вот, мои дорогие, был небольшой наш раскладик. Пока-пока.